Последние 10 лет с тех пор, как он вернулся в родное село, Яков работал лесничим. Хоть и исполнилось мужчине 60 с небольшим, он был крепким, подвижным и здоровым. Сказывалась жизнь на свежем воздухе. Жил он в родительском доме, который достался ему по наследству от матери. Дом был крепким, кирпичным. Когда-то Яков сам помогал маме построить его. Зарплата по тем временам у парня была приличная, и ему очень хотелось, чтобы мама пожила подольше в хорошем доме с удобствами. Но не суждено было, и 3 лет она не прожила на новом месте. Поэтому Яков, когда оставил службу и ушел на пенсию, переехал жить в деревню. Одно было плохо. Совсем у него не осталось родни. Он доживал свой век самостоятельно. Яков Романович служил мичманом на одном из кораблей Северного флота. Жена давно от него ушла, не нравилось супруге ждать мужа по полгода на берегу неласкового холодного моря. Суровый заполярный край она, уроженка юга, так и не смогла полюбить. Однажды не выдержала и укатила к другому, даже записки не оставила мужу на прощание. Развелись они заочно, что называется. Не было у них ни общего имущества, ни детей. И Яков полностью без остатка посвятил свою дальнейшую жизнь служению Родине. Став пенсионером, он понял, что тянет его в родные места, и решил он уехать в тот самый дом, что когда-то построил для матери. Яков вернулся в родную деревню, но сидеть без дела он никак не мог. Родительский дом мичман быстро привел в порядок. А тут как раз и работа подвернулась. Прежний лесничий умер, ему предложили занять его место. Он приступил к работе с большим старанием, подкрепленным морской закалкой. Жители быстро привыкли к новому соседу, называли его просто Романыч. Здоровье ему позволяло проходить в день большие расстояния, плюс он с детства был обучен, как правильно себя вести в тайге, стрелял метко, да и вообще мало чего боялся и был принципиальным человеком. Несмотря на возраст, Яков нес свою службу по охране леса исправно, браконьеры его боялись. Многих ловил с незаконной добычей, кого-то штрафовал, а кого-то даже и посадил. Такой и нужен был на этой должности. Единственным и самым преданным другом лесника стал волк по кличке Север. Мужчина как-то раз нашел в лесу волчонка с покалеченной лапой. Долго Яков его выхаживал, а в глазах животного читалась тоска и бесконечная благодарность. Жалился над ним старый вояка и оставил себе. Теперь Север нес службу по охране тайги вместе с Яковом. Эх, не случилось мне в жизни стать отцом, об этом больше всего жалел пожилой мужчина, зато на старости лет обзавелся самым надежным и преданным другом. Да и вообще он относился к волку как к родному существу, родному по духу и по крови. В один из дней лесник снова совершал обход территории. Он дошел до самого дальнего болота. Волк-север, как всегда, убежал вперед своего хозяина, что-то вынюхивая по дороге. Через какое-то время волк вдруг внезапно встал на лесной тропинке. Он ждал хозяина. Умные желтые глаза зверя смотрели на Якова с немой мольбой. «Ты чего, дружище? Что-то случилось?» Опять браконьеры. Волк отошел, потом снова вернулся. Казалось, он звал куда-то своего друга. Мужчина, понимающий, кивнул и последовал за ним. Зверь вывел его на поляну, где лесник увидел стоящий вдалеке внедорожник. Яков снял с плеча ружье и осторожно стал приближаться к чужой машине. Только вместо ущерба лесному хозяйству он увидел события, которые еще долго стояли у него перед глазами. 2 негодяя вытащили из машины беременную девушку, которая просила ее пощадить. Она умоляла, стоя на коленях, надеясь на снисхождение своих мучителей. Она клялась, что будет молчать и никому ничего не скажет, если они оставят ее в живых. Но негодяй велел ей замолчать. Яков больше не мог наблюдать за этой сценой и выскочил перед девушкой, загораживая ее собой. Крепкие парни взглядом оценили Якова и предложили ему быстро и тихо уйти, а они быстро решат свои дела и тоже уедут. Но старого вояку, много повидавшего на своем веку, такими фокусами трудно было запугать. Тем более он знал, что у него есть верный помощник. Он махнул рукой, и в этот самый момент со спины бандитов налетел Север.
Парни испугались и попытались забраться в машину, но животное набросилось на них и повалило на землю. Завязалась битва волка с человеком. В итоге бандиты были обезврежены, связаны и погружены в багажник машины. На том самом дорогом внедорожнике Яков привез подонков в деревню и сдал участковому. «Ну, а с тобой-то что мне делать?» — спрашивал он у плачущей девушки. «Только не выгоняйте, мне совсем некуда идти», — умоляла его Оля. Она рассказала леснику свою историю жизни. Жила она в общежитии, куда поселилась после детского дома. Родителей своих девушка не знала, мать оставила ее в роддоме. Девчонка мечтала, как и все детдомовцы, что мать однажды ее найдет. Но шли годы, а мать не находилась. Она рано повзрослела и поняла, что природа не обидела ее. Красивая, запоминающаяся внешность, точеная фигурка. Только сделала она большую ошибку. Влюбилась в бандита. Да и кому было ей рассказывать, да советовать? До всего сама своим умом доходила. С Игорем у них завязался роман. Тот царил деньгами и выполнял любые капризы Ольги. Ей казалось, что жизнь удалась. Они стали вместе жить в его квартире. Вскоре Оля поняла, что беременна. Игорь этой новости не очень-то обрадовался, но ничего не сказал. А совсем недавно пропал, не оставив ни записки, не предупредив, куда отправился. А потом оказалось, что он сбежал от своих дружков с большой суммой денег. Они говорили, что это общак. Угрожали ей смертью, если она не скажет, где Игорь и деньги. В то, что она ничего не знает, ей не верили и привезли ее на это болото убивать. И если бы не Яков Романович со своим волком, то ее бы уже не было в живых. «Я могу предложить тебе, дочка, свой дом. Здесь 5 комнат, а живу я только в одной, так что вам с малышом места хватит». Через несколько месяцев маленький Яшка появился на свет. Оля поклялась себе, что у ее сына никогда не будет такого детства, как у нее самой. У него будет мама и дед, даже с собственной волкой самая счастливая жизнь